И сегодня я вас там вчера заинтриговала всех, да? Про какой же орган я вам сегодня расскажу. Вот. И это очень интересный орган, но вы, скорее всего, даже не догадываетесь, вот реально не догадываетесь, о чем может быть он. Этот орган влияет и на наше настроение, на то, как мы спим, влияет на то, как мы перевариваем пищу, влияет на нашу вообще на уровень депрессии, на панические атаки, на ритм сердца. В общем, очень на много каких органов и даже нашего психологического состояния влияет этот, так сказать, тоже орган. Вот. И этот орган называется вагус. Вагус или блуждающий нерв. Слышали такое? Кто слышал? Ставьте сердечки. Мгм. Маша слышала. Хорошо. И Наташа слышала. Супер. И Света, ура! Слышали, вот. И те, кто учился уже у меня на ГНМ, который не на первом вот сейчас месяце, вот, а все остальные уже знают, да, что у нас наша нервная система делится на две части, на такие основные. Это центральная нервная система, которой мы управляем своим. Настя пишет, как раз прохожу курс по психологии, там много о нем. Супер, да. Вот видишь, как все в тему складывается. Вот. То есть у нас есть нервная система делится на две такие большие части. Это центральная нервная система, то есть та система, которой мы управляем волей своей, волевым импульсом. Там руку поднять, да, открыть глаза, рот, ну вот эти все моменты. И есть автономная или вегетативная нервная система, которая помогает нам там переваривать пищу, следить за сердечным ритмом, за дыханием, за том, как ребенок развивается у нас в животе, помимо нашей воли. Ну, как бы, как мы знаем, этим управляет параматма. Вот. Ну, это осуществляется помимо нашей воли. И вот эта автономная нервная система, она имеет два режима функционирования. Симпатико-тоническую, то есть когда мы активно двигаемся, там, поглощаем информацию, поглощаем пищу, ну, вот что-то делаем, решаем задачи, и потом ваготоническая или парасимпатика. Это когда мы отдыхаем, когда все восстанавливается. Это, ну, как бы та сравнивается симпатика с днем, да, а парасимпатика с ночью. То есть когда мы отдыхаем, расслабляемся, пища усваивается постепенно, все, информация раскладывается по полочкам, там успокаивается сердцебиение, органы все идут тоже в режим восстановления. Вот это все управляет вот часть автономной системы, которая парасимпатика называется, и вот там вот действует вот этот нерв вагус. Вот это самый длинный нерв нашего тела. Он идет у нас как бы начинается у нас с ствола головного мозга, и потом проходит у нас по лицу. Он такой блуждающий называется, потому что у него как бы такие вот тонкие ответвления, они почти везде. Они у нас везде по голове, там по шее, потом спускаются в легкие, в сердце, окутывают все наши внутренние органы, и там где-то там в кишечнике, где-то там они там уже смыкаются. Ну, в общем, вот так вот оно вот везде вот все проходит. Вот. Этого в каком он тонусе, он должен быть все время в таком хорошем у нас тонусе, в таком нормальном. Вот. Иначе, когда вот при любом стрессе он уже начинает спазмировать, при любом стрессе. Спазмирует, значит, соответственно, нарушаются уже эти нервные импульсы к органам, и все уже так не может нормально восстанавливаться, мы не можем нормально отдыхать, нормально пища не переваривается, мы нормально не спим, вот, и так далее. И еще интересный такой момент, что мама при том, как она, когда она беременна, или когда она вот с малышом, только рождается малыш, первые годы его жизни, она очень тесно с ним связана, с малышом, и она передает вот этот свой тонус вот этого нерва блуждающего, она передает ребенку. То есть вот если мы видим ребенок тревожный, да, очень там плохо спит, плохо кушает и все остальное, то мы можем сделать вывод, что это мама передала свою, как мы говорим, картину мира, да, она передала именно через тонус вот этого нерва. Ну, хорошая новость в том, что мы можем на него повлиять. И как мы с вами говорили, например, на оттоке желчи, да, что даже если мы, понятно, что конфликт надо решать в первую очередь, да, психологический конфликт, который привел к нарушениям каким-то. Но если мы, например, не можем пока решить конфликты, или мы не знаем, как к нему подойти, или мы не можем с этой ситуации драматичной выйти, то мы можем хотя бы на уровне физики, да, вот висцеральным массажем, например, улучшить отток желчи, хотя бы временно снять спазм, для того, чтобы желчь все-таки пошла и как-то там это все нормализовалось. Так и работать с вагусом,
можно через определенные действия, пока мы конфликт еще решаем, пока мы его не решили. То есть если мы видим, что у нас есть какие-то нарушения, у нас плохое настроение, у нас депрессия, или мы плохо спим, ну и так далее, вот, то мы можем повлиять на и мы не можем никак решить этот конфликт пока еще психологически, или мы в процессе его решения, но мы можем уже прямо сейчас начать работать с вагусом и помочь ему быть в нормальном таком тонусе, чтобы хотя бы у нас настроение было лучше, чтобы мы как-то спокойнее спали, ну, и так далее. Вот. И, конечно, там есть определенные методы и техники, которые я, скорее всего, сделаю отдельный семинар, потому что это ну, не 5 минут, не в рамках этого, да, у нас нашей встречи это рассказывать. Вот, ну, такие более уже серьезные какие-то, про то, как этот нерв влияет конкретно и так далее. Но сейчас я вам хотела, прямо сейчас мы можем уже хотя бы небольшие легкие упражнения делать. И это ну, недолго, и ну, просто надо понимать, что это именно связано с этим. И я вам сейчас расскажу. Вот, самый первый, самый такой легкий способ– это умывание холодной водой. Но именно не только лица, лицо тоже хорошо, потому что здесь очень много вот этого вагуса нервных окончаний везде на лице. Ну, также и шею. Вот, вот если, даже если вы не можете лицо холодной водой умывать, ну, вам неприятно, то хотя бы намочите руки холодной водой и приложите вот, ну, вот сзади к шее, хотя бы на одну, ну, на секундочку, на минутку, когда умываетесь. Ну, вот это уже будет стимулировать очень хорошо именно вагус. Вот. Ну, если вы можете холодной водой умываться, это тоже прекрасно. Вот почему нам нужна холодная вода, оказывается. Это очень хорошо стимулирует блуждающий нерв. Следующий такой момент– это уши. Вот. Вообще вы знаете, что на ушах у нас очень много тоже нервных окончаний. И вообще само ухо, оно же повторяет эмбрион, то есть на ушах есть как бы нервные окончания вообще всех органов. Поэтому вот утром проснулись, хотя бы 5 минут так промассировать все ушки, это тоже очень благоприятно и вообще не сложно. Но потом, чтобы еще вагус задействовать, и это заодно и подтяжка лица, заодно и лимфосистему вы там затронете, потому что за ушами у нас есть очень такие ну, важные лимфоузлы. И вот знаете, вот так вот ставить пальчики, и вот как бы спереди и сзади над ушком вот так вот потереть вверх-вниз, и можно еще так вот так как бы, ну, вперед-назад, вперед-назад. Тоже хотя бы ну, сколько раз можете так поделать. Это одновременно можно это и с лимфодренажом совместить и так далее. Ну, в общем, ну, это тоже вот очень, уши очень важный момент стимуляции, то, что мы сейчас говорим именно про вагус. Вот. Следующий, потом он так через горло идет, тоже тут очень важно все, что связано с горлом. Поэтому, Юлечка, петь– это очень хорошая стимуляция вагуса. Это любое пение, это, может быть, даже не пение, а какое-то мычание, знаете, вот эту какую-то вибрацию, когда мы создаем в голосе, это вот, ну, реально очень круто стимулирует вот здесь вот вообще все голосовые связки и так далее. Горло наше тоже избавляет нас потом от всяких проблем с горлом, чтобы оно не болело. Но в целом это еще вот очень стимулирует сам вагус, вот этот нерв блуждающий. От этого потом настроение поднимается, ну и так далее. То есть очень хорошо петь. Или, знаете, еще говорят сосать леденцы. Вот, то есть конфетки, смактульки такие, как они называются. Вот очень хорошо тоже этим, потому что мы эти глотательные движения делаем, и они тоже вот это стимулируют. Вот. И также из-за того, что он проходит здесь, как бы он больше, ну, он разделяется на две части, он и слева, и справа проходит, но с правой стороны он более такой, как бы, важная часть вагуса проходит, поэтому спать лучше на правом боку. Вот чем вам удобнее и лучше будет спать на правом боку, когда вы спите, потому что ночью это же именно как раз парасимпатическая система, то есть то, что ночью хорошо все работает, этот вагус, чтобы он хорошо все за ночь восстановил, вот лучше спать на правом боку. А я помню, всегда говорили, надо лечь на правый бочок. Ну, как-то мне что-то было, ну, раньше, когда это говорили, я думала, это связано там что там печень, там что-то еще, да, а вот оказывается, это еще нужно и для стимуляции вагуса, спать на правом бочку. То есть, если есть такая привычка, это хорошо, если нету, то надо выработать ее. Вот, и спать на правом боку. И
И что-то еще хотела сказать вам. А еще, так как очень много нервных окончаний у нас находится, вот они как бы смыкаются, все нервные окончания в кишечнике у нас, то от состояния кишечника тоже очень зависит от того, как спазмирует или нет вагус, и как он помогает нам вот вообще эти процессы пищеварения, чтобы все происходили. Поэтому тут надо заботиться о хорошей микрофлоре кишечника. И мы на курсе тоже с вами подробно об этом говорим, да, что есть пробиотики, есть пребиотики. И вот важно для того, чтобы вагус больше, ну, как бы возбудить, да, в тонус хорошего привести, именно кушать ферментированные продукты. Ферментированные продукты – это ну, то, что именно стимулирует, это пища для нашей нормальной микробиоты, которая находится в кишечнике. То есть мы, если мы сами микроорганизмы как бы пытаемся их, ну, кушать, заводить, то они, скорее всего, ну, в основном гибнут, проходя через соляную кислоту в желудке, проходя через желчь, вот, и доходят туда единицы. А если мы будем просто кормить ферментированными продуктами наш кишечник и ту микрофлору, которая у нас уже есть, там наша, родная, вот, то это будет очень улучшать эти процессы пищеварения. Вот. Я еще скоро тоже приготовлю, у меня в планах, в ближайших планах, да, продолжим, ну, вот мы начали про желчь, да, что то, что пищеварение – это вообще основа всего. Если у нас нормально не переваривается, то нам уже как бы мир не мил, да. Вот, нам надо, чтобы у нас все нормально переваривалось. Поэтому уделять своему желудочно-кишечному тракту максимальное внимание тоже очень важно. Вот. И я следующий семинар подготовлю про пищеварение в целом, а потом еще про кишечник. И мы там тоже более подробно поговорим и про вагус, и про микрофлору, и про все проблемы, связанные тоже с кишечником. Вот. Но это будет потом. Ну, вот сейчас нам надо понимать для вагуса, что это важно, важно микрофлору эту поддерживать тоже, чтобы он хорошо работал. И знаете, в Америке я тоже почитала, они уже изобрели такой какую-то типа ну, вибромашинку такую, и где-то под ключицу сзади ее так вшивают человеку, а она просто делает, она просто, ну, именно там, где этот нерв проходит, вагус, и она там просто его так вот так стимулирует движениями, и у человека уходят депрессионные состояния, уходят, если это суицидальные какие-то наклонности были, или ну, там, панические атаки, то есть вот они как бы они не объясняют это так, почему это происходит, но они просто увидели связь, что если вот просто вот в этом месте стимулировать, то у человека реально улучшается настроение, улучшается аппетит, ну, сон, в общем, начинает жить более полноценной жизнью. То есть ну, реально вагус – это очень важный нерв, поэтому давайте его держать тоже в тонусе, чтобы он у нас хорошо работал и давал нам радость к жизни.